Девочки, я хочу воспользоваться сейчас моментом и у человека, у мужчины, которого вы можете увидеть в другом нашем тесте, восточном тесте, когда я опрашивал мужчину. И сейчас, пока он у меня в гостях, но он очень часто, но никогда не соглашался, например, принять участие в чем-то. Но мне всегда хотелось показать его вам, да, потому что такая очень занимательная личность. Так вот, это сейчас занимательная личность будет кореглазая, замечу, потому что разные по-разному. Это крестовый король, девочки, да. И сейчас крестовый король будет вам давать оценку по картинкам, по этому антитаро, что он может описать по той картинке, которую вы выбрали. Это такое типа антитаро. Так что выбирайте, девочки, картинку, которая будет говорить, как вас видят мужчины. Но это будет и в общем, и в то же время я вам на крестовом покажу. Почему крестовый? Потому что крестовый очень распространенный, и многие его хотят, да. А если кто не хочет крестового, кореглазового, да, брюнета, то, в принципе, все равно подумайте, посмотрите, будет интересно. Совершенно не знаю, что он будет говорить. Он у нас такой... Будет говорить именно свои ассоциации с той картой, которую вы выбираете. Вы выбираете, девочки, карту, которая будет обозначать, как к вам относятся мужчины. И именно мужчина будет давать оценку того, какую он видит женщину в вас через вот эту картинку, которую вы выбираете. Это, кстати, из карт, колод к игре Imaginarium. У меня 2 колоды, потому будем с вами, в общем, очень много таких всяких интересностей мутить именно с выбором того, что вы видите. Но это не таро, это не гадание на таро, тут совсем другие механизмы, но я думаю, вам понравится. Выбирайте карту, та, которая вам просто понравится, да, которая немного хотя бы раскрывает вас как женщину, да, либо просто та, которая нравится вам. Вот просто представьте, что вы перед зеркалом, и вот какую картинку вы видите. Представили, девочки? Поехали. Будем слева направо, сверху вниз смотреть варианты. Так, первый вариант. Сейчас Давай не по порядку. Не по порядку? Да. Не по порядку. Ну хорошо, давай не по порядку. Какую карту вы выбираешь первую? Какую бы ты хотел бы описать? Нет, ты первая. А что тут тянуть? Хорошо, но я хочу вот эту. Или какую ты хочешь? Ну ты расскажи, какую ты Давай, хочешь. ну вот, ты показываешь на первую, да? Да, ну вот давай, я ее держу. Опиши мне, пожалуйста, какую ты видишь здесь женщину перед собой. Опасная девушка. Опасная девушка. А чем она опасна? Ну, скажем так, ее предавать нельзя. Она все отдаст. Все отдаст, и этим она и опасна. Бойся нравится в дары приносящих. Она все отдаст. Но взамен много попросит. Это стерва? Нет, не стерва. А какой еще характер ты можешь? Она не стерва, но, скажем так, она очень сильно ответственна к справедливости. Такая учительница, воспитательница? Да. Ну, кстати, я тоже здесь вижу такую женщину. Причем это хоть карта, смотрите, девочки, хоть тут и такое зеленоватое лицо, да, но все равно очень такая реалистичная, да. То есть волосы реалистичные, фигура. То есть вы выбрали именно женщину. И вы видите в изображении... Вы реально можете... Я тут даже немного добавлю, хорошо?
вот эта девушка, которая выбрала эту карту, она реально видит то, что видит в ней мужчины. Она себя очень оценивает с правильной точки зрения. Она может реально видеть себя как мужчина, да, как другие мужчины ее видят. То есть, если она понимает, что сегодня она сексуальна, значит, так и есть, и мужчина ее принимает как реально сексуальную женщину. И, например, есть девушки, которые вот считают, например, я принцесса, я королева, да, а выходит на улицу, например, пытается познакомиться с какими-то мужчинами, ну, или мужчины обращают на нее внимание, но они, например, видят в ней что-то другое, да, для каких-то других целей. И иногда, получается, это не совпадение. А вот эта девушка видит себя именно так, как видят ее мужчины. Браво, брависсимо. Я тебя, моя дорогая, поздравляю, потому что я бы, например, не знаю, не всегда бы я выбрала эту картинку, потому что, может, у меня тоже такое есть, что я бы, например, хотела бы казаться тем, кем я не являюсь. Ну, бывает, у каждого свои заскоки, да, но если ты сейчас выбрала вот эту вот, пусть она такая немного и приукрашенная, да, но она натуральная. Натуральная в своем таком стиле. Классная. А ты бы, кстати, Я, встречался бы с такой девушкой? Крестовый король. да. Мне симпатична справедливость. Ой, потому что ты крестовый, с карими глазами, и я знаю, что тебе нравятся блондинки. И потому ты ее выбрал, потому что она блондинка? Да, это тоже плюсик. Ну, отлично. Ладно. Давай тогда рассмотрим другую карту с тобой. Давай. Какую? Давай 86. 86-я, да? Хорошо. Девочки, тайм-кода не выкладываю к этому, потому что, видите, мужчина хочет по-другому, и я ему даже немного подчинюсь. 86-й где? Где 80? Вот это. Девочки, кто выбрал в такой вот вариант и увидел в этой картинке себя? Сейчас я поднесу поближе, чтобы вы рассмотрели. Что ты можешь сказать о этой даме? Много романтики. Много романтики, но тут все зависит от мужчины. Вот подчинит он или не подчинит. Можно заставить сделать шаг к себе домой. Если он утянет, то тут много романтики появляется. Не утянет, ну, сразу же разлука полностью. Расходятся корабли в море. А я вижу, знаешь, здесь женщину, которая ищет, да, действительно, именно романтические отношения, к себе романтическое должное отношение, как к леди, ищет джентльмена, а не какого такой, знаешь, давай платить наполовину, ты сегодня делаешь это, я делаю то. Это именно женщина, которая понимает, что она может Я сделать... вижу просто дороги, понимаешь? Какие? С этой стороны. Что можно пойти в одну сторону, можно пойти в другую сторону. Но мы сейчас обсуждаем именно личность женщины. Какую женщину ты тут видишь? Ну, именно это, как говорится, стежочек этот, понимаешь? Какой? Вопросик этот. Я не понимаю. I don't understand now. Non capisco, non parli italiano. Не понимаю по-марсиански. Объясни, пожалуйста. Ну, то, что здесь много романтики. Это раз. Что к ней тянешься. А Да. как бы ты покорял эту женщину, которая вот, у которой на маечке такая картинка? Обманул бы. Обманул? Да. А для чего? Обманул бы. Во имя блага. Обманул. Ну, что здесь такого? Так, девочки, будьте осторожны с крестовыми королями, с кореглазыми, зеленоглазыми, крестовиками, потому что, видите, ему хочется эту романтичность обмануть. А для чего ты хочешь обмануть эту романтичность? Для Ну, чего? чтобы выйти на дорогу по своему мышлению, как говорится. Ты хочешь вытянуть, чтобы она, Да, чтобы вытянуть.
заманипулировать ее, да? Манипулировать романтикой ты хочешь? Чтобы стянуть и заняться с ней каким-нибудь сексом? Вытянуть на свою сторону. Потому что можно стоять на границе, очень долго стоять. А обманом здесь много чего решается. Ну, знаешь, хорошо. А теперь я добавлю, девочки, да? Потому что я, например, поняла только 2% из того, что он сказал. Но он мне тем и нравится, потому что у него, знаете, такая какая-то истина глаголит устами младенца. Хотя я его младенцем-то и не считаю. Ладно. Я бы сказала, что он, если честно, бабник, девочки, я так говорю, да. И потому смотрите, как бабники относятся к вашей романтичности, да. Они этим хотят воспользоваться. И сейчас я нажму на паузу и дам ему леща за вас, понимаете, за всю романтику, которую мужчины губят в нас, девочках. Я думаю, что тут... Вот ты видишь ее романтичной, да? Я тоже вижу ее очень романтичной. И мне для нее хочется настоящего джентльмена, который будет эту романтику понимать, да? Но я понимаю, что мужчины с Марса, женщины с Венеры, да? И я понимаю, что вы немного не так думаете, как мы думаем, да? Но скажи, что разве нет романтичных мужиков? Есть. И они разве не захотят построить с ней какие-нибудь серьезные отношения? Ну, за Мальвиной долго придется бегать, а все в конечном итоге пустое. Ладно. Ну вот, девочки, смотрите, вот это было вот такое вот мнение мужчины, да, об этой карте. Я бы сказала, что ему тяжело, потому что мужчины мало понимают вот эту вот романтику, которую мы с вами понимаем. Но хотя есть такие, которые и понимают эту романтику. И есть такие мужчины, не такие, как ты. И они бы эту карту обняли бы, понимаешь? Ладно, давай следующую. Какую следующую будем девочку смотреть? Давай ты решай. Я хочу корабль. Корабль? Угу. Посмотрите, девочки, кто выбрал вот эту вот карту. Давайте посмотрим, что скажет о ней мужчина, свое мнение. Уберу сейчас котика, а то тут залез. Здесь очень интересно выходит. Какую ты женщину ты видишь? Я вижу, что здесь, как говорится, не у себя она на родине, нет. Она не у себя на родине. Может, точнее, не в родном городе, да, как еще определить? Путешественница? Путешественница. Не сидится ей на месте. Не сидится. А если даже если она все время живет в одном городе, значит, это все у нее существует в голове. Ну, я вижу ее, что она путешественница. У нее, как говорится, не то, что нужда какая-то заставляет, да. Ей легко путешествовать. Хорошо. А, кстати, вот такая вот карта. И она это делает не зря. Она все правильно делает. А как ты думаешь, Молодец. она будет иметь или имеет успех у мужчин? Вот такие вот женщины, которые выбирают такую карту. К ней тянутся люди. А мужчины? Мужчины? Да. Какой типаж к ней тянется? Какой к ней типаж тянется? Ну, ее сложно догнать. У нее вот этот минус есть. Ее сложно догнать. Она может на какой-нибудь дискотеке, да, внезапно исчезнуть. Сама по себе. Никого не спрашивая, ничего. А вот Решить в и отношениях она поверхностная или все-таки глубокая? Ну, она знает, чего хочет. Знает, и ее все устраивает. А тебе нравятся такие женщины?
Конечно. Нравится. Они сексуально привлекательны для тебя? Да. Вот знаете, девочки, да, хотя тут облака, да, какой-то корабль такой эфемерный, который летит по небу, да, и я бы сказала, что с одной стороны тут вот никакой сексуальности нету, да, ну вот с одной стороны, но посмотрите, вы выбрали эту карту, и вы выбрали ее именно на тот вопрос, как к вам относятся мужчины, и сейчас мужчина крестовый, да, он увидел в вас вот эту вот сексуальность. И это, кстати, знаете, даже для меня немного открытие, потому что я, например, как водолей, да, я по-любому бы тоже выбирала эту карту. И почему-то, но я ее не считаю особо сексуальной. Вот мне кажется, что я никогда не флиртую с мужчинами, никогда, да. Но они даже вот тянутся, и им это нравится. Так что, девочки, клевая карта, и мужчины вас любят. Правда, крестовый? Да. Вот. Дальше. Какую карту? Вот я уже тогда переверну вот эти, которые мы с тобой уже разобрали. И давай оставшиеся карты. Давай вот эту. Давай. Так, девочки, смотрите, кто выбрал вот эту вот карту, кто выбрал эту женщину. Рассмотрите ее, эту картиночку. Ну что, давай, Алексей, расскажи мне, какую женщину ты тут видишь на этой картинке? Сильная. Угу. Очень сильная личность. И не всегда ее понимают люди. Она от этого страдает. Вот из-за этого ее и жалко, да. Потому что она сильная, и ее никто не понимает, да. Она поступает, как сама решит. Она умная? В отношениях с мужчинами она умно поступает, как ты думаешь? Нет. Глуповато. А что не так? Что не так? Есть такое, распугивает. Она пытается соревноваться с мужчинами. Угу. Вот это глупо. Зачем соревноваться? У мужчин появляется комплекс, да, когда она соревнуется и побеждает их. Понимаешь? И она, вот когда побеждает, она наоборот потом теряет от этого. Победив мужчин. Одного, второго, третьего. Угу. А ты бы, как крестовый, кстати, тебе нравится такой типаж женщин? Но я все равно был бы сильнее. Ты бы ее бы все равно под себя бы подмял. Да. И такой женщине нужны сильные мужчины. Я бы не смог бы жить, если бы я не был с ней, не смог бы жить, если бы я не стал бы ее сильнее. Одна задача была быть сильнее ее. Ну, кстати, девочки, я Но тоже... это такая борьба была бы, ну, скажем так. Ее надо победить, эту женщину. Ее надо заслужить, я бы сказала. Заслужить. Заслужить. Общение с ней заслужить. Пройти через какие-то ее фильтры, которым она фильтрует мужчин. Да, ей надо к ней сделать первый шаг, да. И вот этим первым шагом, благородством, вот показать благородство, вот первый шаг благородства, она оценит. Она реально оценит, и она хорошо любит. Ну, Она хорошая женщина? она сильно любит, но смысл какой, что она бы начала соревноваться и побеждать, да? А это А сексуально это или нет? Это сексуально, это круто. Но этого не ожидаешь, да? А получается, хоп, один раз, хоп, второй раз. Уже вот я бы почувствовал это дело, что со мной соревнуются. И, ну, я начал бы нагонять и стараться выиграть. То есть не стараться, я начал выигрывать. А есть же мужчины, которые не будут стараться выигрывать, а которые просто что сделают? Они сольются, потому что этого не поймут.
И будут еще Да. как-нибудь так думать про нее не так. А как это вообще хорошая женщина? Как друг, очень крепкий. А как женщина, Как женщина. с которой хочется иметь отношения? Взял бы ее в жены? Эти качели да качели. Просто борьба. Всю жизнь борьба. Вот кому нравится быть бойцом, иметь вот у таких людей домашние животные, питбули какие-нибудь. Видите, как вас представляют девочки Крестовой? Да. Ну ладно, хорошо. А я бы, например, знаешь, что еще добавила про эту карту, да? Что тут, да, во-первых, сильная личность, да, но с другой стороны еще и рисковая. И рисковая, и посмотри, какие у нее волосы тут, знаешь, как паутина развивается, да. Она, да, прекрасно знает, чего она хочет, да, и в то же время вот эта вот рисковость в ней присутствует, да, и иногда она действует на авось, а потом вот эти вот какие-то штуки в своей жизни исправляет, да. Ну ладно. Ладно, тогда эту карту откладываем, и остается у нас еще две. Давай вот эту разберем. Давай. Я Так. тоже хотел Да? разобрать. Посмотрите, кто, девочки, выбрал вот эту карту. Как вас видит мужчина? Ну, что ты про нее можешь сказать? Свадьба. Свадьба? Свадьба. Что это А значит? что, разве не видно, что тут свадьба? Тут весело. Большие компании. Здесь всегда веселье. Ты бы замутил? Знаешь, Вот ответь мне на вопрос, как по этой карте, видя вот эту карту, видя вот это вот изображение, да, на маечке у женщины, видя ее такой вот, как на этой карте, в глазах ее, видя вот это, да, что бы ты об ней подумал бы? приставучая. В каком плане приставучая? Приставучая. Ну вот именно по отношению к мужчине, не то что к людям, а к мужчине. Она выстирала вот такие девушки, они выстирывают, выглаживают. И, ну, мужчине с ней удобно, и он не задумывается устраивать свадьбу. А, это хорошая хозяюшка, на которой хочется жениться, потому что она будет супер вести хозяйство. Как это правильно сказать? Как в дальнейшем, да, я говорю про именно сейчас вот, именно сейчас и здесь, да. Угу. Про дальнейшее не скажу. Так вот. А вот сейчас остается, что здесь свадьба. Ты бы Вот женился на этой девушке? Мне другое житье в жизни. То есть у тебя просто из-за того, что у тебя как у индивидуальности, да? Да. Но почему-то, девочки, Нет, вот да. обратите внимание, да? Крестовый видит вас в этой карте свадьбу, да? То есть просто вот этот Крестовый, который сейчас с нами сидит, да? Он бы не женился, потому что у него там какие-то другие есть приоритеты, да? Но он видит женщину, на которой хочется жениться. Интересно, конечно. Хотя я бы, например, да, никогда бы не сказала, что в этой карте можно увидеть ту женщину, ну вот для свадьбы увидеть в этой карте, где тут свадьба. Но вот если, знаете, Крестовый это увидел, то это прикольно. Я, например, что добавлю вот по этой карте, да, кто выбрал? Да, активистка, очень активная женщина. Неактивные, они такую красные такие цвета не выбирают. И причем у вас очень сильно развита интуиция. Тут очень много глаз, очень много рук, да. Активность, активная женщина, правда? А как ты думаешь, мужчина будет доминантным в отношениях с ней или под нее, под каблук? Я не сказал бы, что она там именно активная она.
А я бы тоже не сказала бы. Я бы сказал, что активность вокруг, ну, нее. И она старается, она тоже старается. Вот активность происходит, и ей деваться тоже ж А какие ей мужчины подойдут? Какие мужчины? Желательно ей от себя отстранить всяких рода цыган, игроков в казино. Вот это ей очень Ты имеешь в нужно. виду убрать вот этих, у которых Да. типа лярвы или какие-нибудь плохие Убрать и наркоманы, алкоголики, зависимые? Не то, что наркология, а вот именно цыган от него ограничить, потому что там будет фа-фа, герой, ну, и будет вестись. И картежники всякие, получается, кто ходит в казино зависимые, она будет терпеть их. Ну, это плохо. Вот для нее это, она не приструнит это, да, но будет всегда движение, но для нее это будет плохо. Ладно. Ей надо будет ограничиться, это 100%. Я согласна. Я думаю, что сказала бы, что вот обычно вот этих девочки, есть люди, которые боятся черепов, рог, да, чего-то такого непонятного и вот в черную сторону. Но есть такие, кто не боится. Но тот, кто не боится, девочки, у нас есть с вами такая одна проблема. Она есть и у ведьм, она есть и у девушек, которые просто к этому склонны. Всем, кого тянет к чему-то магическому, да, есть момент, что к нам тянутся как раз-таки вот эти вот все, да, с лярвами, нарколыги, алколыги, да, вот эти вот какие-то насильники, тянутся маньяки, вот все, которые вот из нижней иерархии, низковибрационные сущности. И они Ей пристают. с насильником будет хорошо жить. А вот Может, с цыганом гуляй поле, который потом втихаря будет золотишко сдавать в ломбард. да, это проблема. Так что, Это девочки, большая выбираем, проблема. как нравится, мужчин с какими-то такими изюминками, да, но смотрите, чтобы у него не было каких-нибудь явных таких проблем, да, потому что потом эти проблемы могут стать и вашими. Все, вот такой вот. И последняя карта, самая веселая и оптимистичная, это вот эта. Девочки, посмотрите, какая красота, да, как апокалиптический закат, и вот эти вот косички с бантиками, и вот эти вот живые рыбы на ниточках. Это просто фишка. Ну, что ты тут видишь на этой карте крестовой? Какую женщину ты видишь здесь? Перспективная. Для чего? Она перспективная. Человек умеет, как это правильно сказать, не умеет, возможен у него свой бизнес или какая-нибудь должность на работе. У нее есть должность, скорее всего, даже не... Она в этом океане, да, имеет свою должность, и получается спокойствие. Вот почему я, ну, отстранился от бизнеса, да, именно к тому, что у него должность. У него хорошая должность, реально. Потому что если бы она была, как это правильно сказать, предприниматель, да, все-таки у нее нервозность какая-то была бы, да, вот чувствовалась эта энергетика. А тут нету, здесь огромная стабильность и, ну, есть свой статус. А ты бы замутил? Прошу прощения. Да. Тебе нравятся такие женщины? С такими есть о чем поговорить. Да. Да.
А она сексуально привлекательна? Скорее нет, но здесь мозги играют большую роль. Нет? А почему нет? Смотри, у нее такие бантики, косички такие. Но Она в платье, кстати, она, в горошек. И это она, все с нашей стороны, с женской, это сексуально. она старается, да, но именно тем, что она умеет себя подать, она все-таки человек статусный, да, вот это в ней, у нее нет природы дано, а вот именно женской мудростью. И девочки, он сказал, что это все по женской мудрости обусловлено вашей, да? Но я добавлю, вы посмотрите, вы выбрали карту, где вы изображены спиной к мужчине, да? То есть вы выбрали какую-то даже защиту. И, может быть, вы не так много внимания уделяете мужчине. И вот сейчас вот этот крестовый, да, он своим языком марсианским, непонятным даже иногда, да, но вот даже каким-то глубоким таким, он вам об этом даже и говорит. Вы вроде Да, бы... из-за должности, потому что должность все-таки заставляет следить за своей работой, за своим делом. И вроде бы и косички есть, и бантики, и платьице красивое. Но оглядываться назад просто нет времени. Да, Скорее отглядываться на мужчин, да. Да, Но хорошая, перспективная. да. И ты бы с ней замутил бы. Я бы замутил и вот именно А ты бы по хотел критерию мозгов. для длительных отношений или для так, для одного-двух раз? На один раз не воспользовался бы на один раз. А ей невозможно воспользоваться на один раз. Да. Это такая, Да. ну, сильная очень личность. Она не одноразовая. С ней, чтобы, грубо говоря, стыкануться, с ней надо, может, полгода просто провидеться. Привет, 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 там. Она близко не подпускает к себе. Она не подпускает, но просто в появлении ее круга общения, ее кругозора, Угу. ей иногда мужчина, вот, скорее всего, засветит. А что ей надо делать для того, чтобы все-таки развернуться к мужчинам? Ну, что сделать так, чтобы привлекать мужчин? Я думаю, она сама разберется, какие мужчины ей нужны, да? Но вот Да. что делать, чтобы привлекать их? Она вроде бы, смотри, и бантики делает, и косички, и платьице красиво одевает, да? Ну вот что такое вот сделать, да, чтобы... Брать за свой счет. Да, чтобы брать за свой счет на работе, чтобы вы не вылезать из постели, да, с мужчинами. Да, входит, да. Ой, блин, ты так интересно сказала, что я аж засмеялась. Брать за свой счет. Девочки, берите за свой счет иногда. Не обращайте, может, столько много внимания работе, да? Уделяйте внимание мужчинам, которые находятся. Берите за свой счет. Вот это просто золотые слова. Вот, мои дорогие, такое было у нас сегодня типа гадания на антитаро. Я думаю, вам понравилось. Пишите комментарии, как вам понравилось, как трактовал вам мужчина. Причем это, сразу говорю вам, это мужчина с определенными способностями, да, и он этим занимается. Но я, к сожалению, не могу об этом говорить. И он реально не хочет, чтобы я говорила, но участвует. У него такое вот красивое видение, да, совсем такое интересное. Ладно, дорогие мои, пока-пока. Целую и люблю вас. А ты любишь моих девочек? Да, Скажи это. я люблю Кого? Моих девочек? твоих девочек. Да, я их тоже люблю. Пока-пока.